2630 тонн. Именно столько спрессованных ржавых бочек с острова Земля Александры, архипелага Земля Франца Иосифа вывез теплоход Северного морского пароходства Павел Корчагин. Этим грузом все 4 трюма были заполнены под завязку. На днях его доставили в Архангельский порт. Тонны мусора от деятельности военных накапливались в Арктике с начала 30-х годов прошлого века. Этим летом на уборке территорий работали специалисты. Когда теплоход Павел Корчагин подходил к острову Земля Александры, вспоминает старпом Олег Захаров, издали виднелись столбы густого дыма. Это при помощи специального оборудования выжигали остатки горючего из ржавых бочек, потом прессовали, готовили их к погрузке. Разрезали большие емкости из-под топлива, по всей видимости. Разрезали на 2 части их, сделали прорези под гаки грузовые. И вот эту половинку бочек, ее заполняли бочками и пригрузили на понтоны. Понтоны подвозили к нам, мы своими стрелами с помощью таких же гачков поднимали ее в трюм. Ну и в трюме это выгружали, переворачивали и выгружалось в трюм. Механизмы в машинном отделении теплохода отработали без сбоев. Как рассказал стармех Анатолий Яковлев, технику приходилось держать в постоянной боевой готовности. Главного двигателю претензий нет, ломок не было. Как и всякое большое дело, этот рейс не обошелся без трудностей. Климатических. В Арктике сейчас бушуют сильные ветра, и можно встретить огромные айсберги. Суровый просто край, очень тяжелые, скажем, условия. И поэтому судно нужно было пристраиваться ко всем сложным этим условиям, экипаж подготовить ко всему к этому. И вот в таких условиях, самовыгрузку, да. После рейса часть экипажа уходит в 4-месячный отпуск. Эстафету у капитана Юрия Зефирова принимает Алексей Меркулов. Теперь теплоход Павел Корчагин отправится за металлоломом в Дудинку, который доставят в Европу. Я думаю, что, конечно, предыдущий рейс был посложнее, чем нам. Все-таки там грузили вот этот металлолом своими грузовыми устройствами, то есть экипаж работал. А это всегда сложнее. Но, говорит Алексей Меркулов, если бы ему выпал шанс, то он с интересом поучаствовал в экспедиции по очистке Арктики. В этом году работы на Земле Александры почти завершены. В следующем они продолжатся на других островах архипелага. Полностью же освободить землю Франца Иосифа от накопившихся отходов планируется к 2020 году.